Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам об одном удивительном индонезийском племени Баджо. Это племя, которое на протяжении многих веков адаптировалось к своей уникальной среде обитания, приобрело действительно необычные физиологические способности. Представители Баджо могут погружаться в глубины океана на более чем 60 метров и задерживать дыхание до 13 минут. Эта необычная способность стала возможной благодаря наличию у них селезенки, увеличенной на целых 50%. Это не просто аномалия, это первый в истории известный пример человеческой адаптации к условиям глубоководного ныряния. В данном видео я расскажу о племени Баджо более подробно. Эта уникальная культура и образ жизни заслуживают вашего внимания. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, за эти выдающиеся способности представителей племени Баджо можно смело называть людьми-амфибиями. На протяжении более 1000 лет Баджо бороздят бескрайние моря Южной Азии на своих традиционных плавучих домах, занимаясь подводной рыбной ловлей с копьями и легким снаряжением. Некоторые из этих смельчаков, вооружившись грузилами и защитными очками, способны нырять на глубину до 70 метров, что является настоящим подвигом для человеческого организма. В этом процессе именно селезенка играет ключевую роль. Она переводит организм ныряльщика в режим выживания. При погружении происходит замедление сердечного ритма, а кровь направляется к наиболее жизненно важным органам. Селезенка сжимается, и в кровоток выделяются клетки, богатые кислородом. Это позволяет организму более эффективно использовать имеющийся кислород, что может повысить его уровень в крови на целых 9%. Недавние исследования показали, что селезенки у Баджо на 50% больше, чем у их соседей из племени Салуан, которые живут на суше. Как показал проведенный анализ ДНК, в генетическом коде Баджо имеется уникальный ген PDE10A, которого нет у представителей племени Салуан. Считается, что именно этот ген способствует изменению размера селезенки, регулируя уровень гормонов щитовидной железы, что в свою очередь влияет на их общую физическую форму. Баджо представляют собой группу народов, состоящую из нескольких коренных племен Индонезии, Малайзии и Филиппин, которые прекрасно адаптировались к жизни на воде. Они ведут кочевой образ жизни, свободно перемещаясь по бескрайним просторам Индийского океана, а их основной способ жизни – это, конечно же, рыбалка. На берег они выходят только для самых необходимых вещей – для проведения похорон, продажи рыбного улова, поднятия пресной воды или ремонта своих лодок. Среди Баджо нет привычных букв или письменности, и умение читать и писать для них не имеет смысла. Они продолжают свой род в маленьких хижинах, построенных буквально на воде, фиксируемых с помощью свай. Дома не имеют прямых связей с берегом, поэтому попасть в хижину можно только на лодке. Между домами проложены мостки, по которым они могут перемещаться. С раннего возраста дети обучаются управлению лодками и осваивают основы рыболовства. Жизнь в этом племени полна приключений и активного времяпрепровождения. Рыбалка занимает практически весь световой день. И даже в те дни, когда рыба не клюет, Баджо развлекаются нырянием на глубину или в играх, соревнуясь друг с другом, кто сможет нырнуть глубже или дольше оставаться под водой. За долгие годы Баджо выработали свое уникальное мировосприятие и считают себя свободными гражданами всего мира. Они не ограничивают себя территориальными границами и поэтому нередко беспрепятственно перемещаются по акваториям соседних стран. Однако подобная независимость не всегда приветствуется правительствами. Пограничные службы часто останавливают Баджо, разворачивая их лодки назад и тем самым препятствуя их образу жизни.
К сожалению, с каждой passing year возникает все больше угроз для их культуры. Браконьерство и кочевой образ жизни ставят под угрозу традиционные навыки и образ жизни племени. Существует опасение, что если не предпринять действий для сохранения их уникальной культуры, баджо могут потерять свои традиции, присущие только им, и особенности быта, которые формировались на протяжении многих веков. Эта история о племени Баджо– это не только рассказ о людях-амфибиях, но и о настоящем чуде природы, о том, как человек способен адаптироваться и выживать на краю возможного. Надеюсь, вам было интересно узнать о этой удивительной культуре. Сохранение и уважение к жизненным традициям племени Баджо имеет первостепенное значение, и нам стоит задуматься о том, как мы можем помочь сохранить этот уникальный образ жизни для будущих поколений. Спасибо за внимание.